Ну, из парковки я уже прошел буквально несколько минут, заморился, капец просто, потому как без подготовки оборудование мое все в сумме весит, я специально взвешивал, 14 килограмм. Нам нужно преодолеть 2 километра, показывает 30 минут ходьбы. Для обычного туриста налегке 264 метра – это возвышение, которое нужно преодолеть. Ночью по лесу ходить такое, конечно, себе ощущение. Вот можете видеть, вообще ничего не видно, несмотря на то, что в небе светит полная луна. То есть, ну, когда как в фильме в каком-то. А вот взбираться нам нужно аж вон на ту гору. Вот где там просвет какой-то видно. Вот, дорога максимально неудобная, которую я только видел, потому как она, как я вижу, не приспособлена для массового туризма, потому как нет как специально выделенной там дорожки, тропинки, которые обычно, знаете, там укладывают, там красиво кладка, брусчатка, либо же просто такие деревянные доски с насыпом из гравия. То здесь выстают корни, местами где-нигде еще листья лежат, они, конечно же, скользкие, а подниматься на такую вот высоту, ну, такое себе развлечение, конечно, не самое лучшее, не самое удобное, поэтому трасса, я бы не назвал ее слишком легкой. Вот. Здесь без фонарика ночью просто никак, можно перецепиться вот, и полететь вниз. А вниз лететь достаточно далеко, все скрипит оно здесь, деревья, так что страха нагоняют. Вот. Будем идти, сейчас немножко уже просветлеет, солнышко взойдет, и будем ловить прекрасные кадры. Вот одно препятствие мы уже прошли, такое поваленное дерево. Сейчас приближаемся ко второму. Вот оно. И на этой дорожке вот где-то здесь вот я наступил на листья. Под этими листьями было что-то круглое. То ли палка, то ли какой-то кирпичик, камешек. В общем, пускай и незначительным, но под моим весом это что-то покатилось. И я просто думал, что рухну туда вниз. В общем, за одну секунду вспотел сразу. Сейчас тут холодный ветер, обдует. Как можете слышать, я еще немного в нос разговариваю. После прошлого раза не отошел. В общем, ничего страшного. Идем только вперед, потому как наше любимое дело превыше всего. Поболеем в другой день. Так что учитывайте этот момент. Вот, кстати, на будущее, да, если вы захотите выбраться на такие вот мероприятия, нужно иметь соответствующую обувь, которая будет противоскользящая. Вот, желательно там тоже, да, фонарик брать, все необходимое, чтобы быть максимально приготовленным на любые непредвиденные ситуации. Осталась уже буквально финишная прямая. Луна полная на открытом пространстве освещает более-менее нам путь, хотя до восхода солнца показано еще полчаса, но, как вы можете видеть, феерия красок в небе уже началась. Так что бежим скорее, чтобы успеть на этот спектакль природы. Не будем мы одни, целая куча народа идет посмотреть на этот прекраснейший рассвет. Ну и там уже, там за этим лесочком уже находится наша вышка. Вот уже смотровая показалась. Как можете видеть, она сделана в виде таких этажей. То есть на каждом можно остановиться, пофотографировать. Поэтому места хватит всем. Но еще нужно учитывать, что нужно до нее залезть, разложить оборудование, настроить аппарат. Так что это не все так просто. Вот здесь есть место, где можете отдохнуть, перекусить.
Ну и начинаем подъем. Celtic stardust whispers in the breeze, our love like a melody soft and sweet. Under the watchful eyes of the night, we dance to the rhythm, stars shining bright. Through the whispering wind, my heart beats true, a gentle sway beneath the starry blue. With every step, I feel your love so near. Together we'll journey through life's every fear. As the violin soars, our spirits rise. In this moment, our hearts entwine. A breath you whisper under the moon's gaze. Our love a timeless tale in this enchanted place. Celtic stardust shines, a shimmering light, guiding us forward into the night. Hand in hand, we'll dance beneath the stars. Our love, a melody forever ours. Думаю, на самый верх подниматься не будем, потому как там набьется сейчас целая куча людей. Здесь мы будем первыми. Но здесь ветер обалдеть какой сильный. Не знаю, будет, наверное, штатив шатать. Ну что, начинаем приготовку. Вот уже сейчас солнышко будет потихоньку выходить. Но фотографии получатся обалденнейшие просто. Вот он уже где-то там на горизонте. Нужно держать обязательно фотоаппарат, потому что ветер огромнейший, чтобы не улетело. Здесь так неустойчиво, все хлипко. Даже когда люди ходят, подходят, то есть чувствуется, как эта платформа вся шатается. Together we stand in this dance of life. Our love will expand through the whispers of the wind. Our love. Ну вот и все, мы встретили рассвет, сфотографировали, как солнышко освещает горы, сделали серию снимков и уже будем двигаться потихоньку на парковку, садиться в автомобиль и выезжать домой, чтобы поскорее обрабатывать снимочки. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, ставьте комментарии, подписывайтесь, следите за нашими новыми выпусками. Я уже было дело начал уходить, и буквально что-то меня дернуло, кинул взгляд, посмотрел в бок и буквально в 3 метрах от дороги увидел старое поваленное дерево. Вы только посмотрите, насколько оно создает художественный эффект. Какой получится кадр великолепный. Поэтому нужно быть осмотрительным, смотреть по сторонам, ведь хороший кадр, он где-то прячется. Просто обожаю смотреть, как первые лучи утреннего солнышка пробиваются сквозь деревья, освещают траву, землю. Вот эти нежно-теплые лучики попадают прямо в объектив. Ну это фантастика. И уже по дороге домой солнышко встало высоко, светило прямо в окошко автомобиля. Я посмотрел в окно и увидел, насколько шикарный можно сделать кадр. И просто не мог не остановиться на
такой вот парковки небольшой, такое место для отдыха, кармана, для того, чтобы сделать этот великолепный кадр.